Сливочный пирог с начинкой, наверное, мечта любой хозяйки. Такое лакомство можно подавать и гостям, и с собой на пикник взять. Я готовлю его почти через день. Для начала просейте муку, указанную в рецепте. Я делаю это несколько раз, раза 2-3 точно. Сделайте опару. Для этого возьмите сливки теплые, я их грею просто в микроволновке. Положите туда дрожжи. Хорошенечко все размешайте, добавьте сахар и добавьте 2 столовые ложки муки. Все очень хорошо, тщательно размешайте, желательно, чтобы не было даже комочков. Температура сливок не должна превышать 38 градусов. Обращаю ваше внимание, что это очень важно. То есть на глаз определить это легко, просто коротким импульсом грейте сливки в микроволновке. Палец туда опускаете, и палец должен практически не чувствовать температуру, ни горячей, ни холодной. Это будет практически температура тела 36,6. Может быть слегка тепловатая. Как только все ингредиенты опары перемешаете, просто подставьте ее рядышком. Никуда убирать в теплое место и все прочее не нужно. Просто при комнатной температуре оставьте минуточек на 20. Обращаю ваше внимание, что абсолютно все продукты в рецепте, включая яйца и масло, должны быть комнатной, слегка теплой температуры. Я это делаю просто короткими импульсами в микроволновке. Яичко разбили в маленькую стеклянную посудину, проткнули желток и поставили в микроволновку секунд на 10. То же самое сделали с маслом, то есть у вас два продукта стали теплыми. Масло должно подтаять, но не должно закипеть. Если нет микроволновки, делайте все на водяной бане. Вот смотрите, я грела яичко и слегка его перегрела, поэтому пальчиком, чтобы чувствовать температуру, быстро-быстро взбиваете и остужаете его до нужной температуры. Теперь в миску с яичком вылейте масло и слегка взбейте все это. Сильно взбивать не надо, просто очень хорошо перемешайте их между собой. Наша опара готова. Хочу показать, как это выглядит. То есть консистенция стала как сметана. Не нужно дожидаться большой шапки гриба такого. То есть именно как сметана должна быть, мягкая и нежная. Выливаем ее в миску и туда добавляем наши яйца с маслом. Обращаю ваше внимание, что если в комнате у вас холодно, то все продукты перед смешением в миске нужно еще раз подогреть, чтобы они были слегка-слегка тепленькие, только потом перемешивать яйца с опарой. И вот теперь настал черед муки. Добавляем ее очень осторожно, небольшими порциями, все время мешая венчик. Пока тесто жидкое, я использую венчик, чтобы хорошо разбить все комочки. То есть консистенция примерно как у сметаны. После того, как вы добавите такое уже приличное количество муки, у вас тесто слегка загустеет, и вы можете уже этот венчик убрать. Я перехожу в этом случае на силиконовую лопатку и уже подмешиваю ею. Мука, как я уже говорила, должна быть просеянной. Добавьте ее немного совсем. Замесите такое слабое тесто, практически почти жидкое. Консистенция каши какой-нибудь. Сразу всю муку ни в коем случае не добавляйте. Хочу сказать, что нам нужно в итоге получить довольно-таки мягкое, вязкое, такое слабое тесто. То есть оно ни в коем случае не должно быть, конечно, льющимся, но ни в коем случае не должно быть крутым. Такая консистенция вязкая, мягкая, как будто вы опускаете руку в овсяную кашу. Вот такое вот напоминает ощущение. У всех мука разная и яйца разной величины, поэтому мука может очень сильно различаться по граммам, кому сколько потребуется. Тесто возьмет само столько, сколько нужно. Очень-очень важно не переусердствовать с мукой. На заключительном этапе, когда вы уже понимаете, что муки осталось совсем-совсем чуть-чуть, вам нужно, чтобы чувствовать консистенцию теста, делать уже в конце рукой, подмешивать уже все рукой и доводить до нужной консистенции. Я здесь не буду вырезать видео, я хочу, чтобы вы посмотрели, как именно меняется тесто. Кто ни разу не делал по такому принципу, смотрите внимательно. На самом деле, чем у вас будет мягче тесто, тем пышнее и вкуснее будет ваша выпечка в конце. Я уже с течением опыта добавляю муки даже меньше, чем необходимо, и подмешиваю ее уже на самом последнем этапе, сохраняя такую очень нежную структуру. Оно как бы тает в руках. Когда вы получили нужную структуру теста, добавьте немного оливкового масла на руки и просто соберите тесто в комочек. Немножечко, слегка просто повымешивайте его с оливковым маслицем. Оно, кстати, и к рукам перестанет липнуть. Это, несмотря на то, что оно липкое само по себе, перестанет липнуть к рукам. Далее я поступаю так. У меня есть форма,
с герметичной крышкой, там фактически вакуум. То есть я перекладываю тесто туда, стенки ничем не смазываю, просто кладу комочек теста, разравниваю его внизу и закрываю крышкой плотно, после чего ставлю всю эту конструкцию в печку на деревянную досточку. Печку я кратковременно включаю на 80 градусов, это у меня минимальный режим, буквально на несколько секунд. Там температура образуется где-то 35-36 градусов. Все, и вот при этой температуре оставляем тесто где-то на час 15, не меньше. Не нужно ускорять подъем теста температурой, это тоже важно. Дайте ему спокойно отдохнуть там час 15. Это самая длинная расстойка, и больше таких фаз не будет. Все, убрали тесто в печку. Для сравнения, что было и что будет, показываю. Сейчас вот поставила тесто, и оно где-то 2 сантиметра, наверное, от низа. Вот так выглядит наше поднявшееся тесто. Очень большие дырочки, очень много углекислого газа, оно практически достигло крышки. Все, достаете наше тесто и проверяете. Если сверху у вас поверхность не гладкая, а довольно-таки пупырчатая, значит углекислого газа достаточно, и тесто хорошо пробродило. Если же у вас поверхность довольно-таки гладенькая, значит оставьте его еще минут на 10, закройте крышку и все как обычно в печку. Я именно так и поступила. Через час посмотрела, бугорков сверху мало, поставила обратно в печку, и вот уже через 10-15 минут посмотрите, что получилось. Прекрасное тесто. Теперь будем делать начинку. У меня, в принципе, было 3 вида начинки. Это картошка с грибами, творожно-сырная начинка, то есть я смешала сыр, 2 столовые ложки сметаны, чуть-чуть маслица потерла, грамм 20, и творог. Все это хорошенечко перемешала, получилась начинка, очень вкусная. Ну и третья у меня была картошка с копченостями. Я мелко-мелко порубила копчености и сделала пюре картофельное. Все смешала, вот эта третья начинка была. Для работы с тестом я использую силиконовый коврик, это очень удобно, и на нем же, кстати, сразу выпекаю. Там, в принципе, даже не нужно муки, ничего не прилипает, все прекрасно выпекается. Насыпьте на силикон муки и смажьте руки маслом оливковым. Теперь тесто аккуратненько, сильно не травмируя, просто выложите на нашу муку. Вообще тесто как можно меньше травмируйте, не тыкайте его руками, не бейте кулаками, вообще аккуратненько так выложите. Оно очень нежненькое. Чуть-чуть припорошите мукой и чуть-чуть скруглите его руками. Придайте ему такую округлую форму. Как раз у вас немножечко вобьется туда муки. Все, оставшуюся муку можно удалить, в принципе, с силикона. Она нам не понадобится. Теперь середину шара аккуратно теплыми руками придавите. Туда мы будем класть нашу начинку. Очень сильно раздвигать стенки не нужно, иначе вам будет сложно собрать пирог. Из начинки делайте шар, показываю на картошку. Так поступайте, в принципе, с любой начинкой. Ну, так более-менее удобно. Просто в руку набираете картошку примерно такого же веса, как ваш шарик теста. И кладете его в серединку, слегка прижимаете, чуть-чуть припорошите мукой по краю и соберите края, только не тяните все толстый край, а тяните тонкую линию кверху. Все, вам нужно сделать шарик. Сверху соедините полностью, закройте шарик и припорошите мукой. Затем вдавите слегка и сделайте приплюснутую форму. Далее от центра разравнивайте его к краям. Делайте максимально тонкую лепешку, насколько это возможно. С течением опыта у вас получится достаточно тонко. Скалку не используйте, иначе тесто сильно травмируется. Вот так аккуратненько от центра к краям раздвигайте края. Не торопитесь, а то стенки могут порваться. Там могут быть пузырьки воздуха. У вас может немножечко рваться тесто сверху. Это ничего страшного. Вам все равно пришлось бы делать дырочку для выхода пара. Да и в итоге, когда испечется пирог, у вас будет очень красиво выглядеть, если будет слегка видна начинка. Именно туда вы потом положите кусочек масла. Ну вот и все, пирог с первой начинкой готов. По такому принципу делайте со всей начинкой, какую желаете. На самом деле тесто настолько нежное и приятное, что туда можно сделать начинку даже с джемом. Уверяю, будет очень-очень вкусно. После того, как вы сформируете все пироги, нужно обязательно дать им отлежаться, подняться. Дождитесь подъема хотя бы в 2 раза. Это займет от температуры в комнате где-то минут 30. Я иногда наливаю в грелку такой слегка тепленькой водички и вот под силикон ее кладу. Тогда, в
принципе, пирог слегка быстрее поднимается, но не делайте высокую температуру снизу. Пока он поднимается, накройте его пленкой или крышкой. Лучше пленкой, чтобы он не заветрился. Перед выпеканием поднявшийся пирог смажьте яйцом и выпекайте при 180 градусов 20 минут. Далее, в зависимости у кого какая печка, я убавляю на 170. В среднем пеку где-то минут 30-40. При температуре сначала 20 минут 180, потом 170.